Привет из Батуми! В интернете часто пишут, что за пределами первой линии город выглядит не очень опрятно. Я предлагаю вам это выяснить. Давайте пойдем в жилые кварталы, где живут обычные грузины, и посмотрим, что там происходит. Я загляну во дворы, пройдусь немножко по старому городу и просто погуляю по улицам. Посмотрим, какой Батуми на самом деле и что скрывают от туристов. Батуми часто называют грузинским Дубаем, а в интернете постоянно мелькают вот такие картинки. Роскошные небоскребы, бесконечный променад, зеленые пальмы и красивые достопримечательности. Я тоже влюбилась в эту часть Батуми и рада, что город так стремительно развивается. Но туристы, побывавшие в Батуми, говорят и об обратной стороне. Достаточно отойти от туристических мест, и город становится совсем другим. В чем-то они правы. Я прожила в Батуми достаточно долго и многое посмотрела. И считаю, что будет честно показать его вам не только снаружи, но и изнутри. Мне не нравится, когда старую часть Батуми называют трущобами. Как по мне, это типичная советская застройка с южным колоритом. Что-то здесь очевидно нуждается в ремонте, но ситуация не настолько страшная, как пишут некоторые туристы. Да, где-то можно найти откровенно некрасивые дома. Со стен отваливается штукатурка, местами есть пробоины и сильно заметная плесень. Где-то стены покрыты ржавчиной, а окна частично заколочены обычной фанерой или затянуты прозрачной пленкой. Но так, конечно, не везде. Гуляя по старому Батуми, вы не раз увидите велодорожки рядом с тротуарами. Старенькие, конечно, но все-таки приятно, что они есть. За пределами первой линии тоже кипит жизнь. Здесь работают магазины, фруктовые лавки, салоны красоты и кафе. Тут все не такое причесанное, но все равно приличное. Пошарпанные дома, которые я вам уже показала, часто соседствуют со вполне приличной застройкой. Батуми постепенно обновляют и за пределами первой линии. Дороги тут тоже частично перекладывают. В некоторых местах они еще совсем плохие, но кое-где придраться не к чему. У меня претензий только к любителям парковаться посреди тротуаров. Иногда машины ставят так плотно друг к другу, что приходится выходить на проезжую часть, чтобы их обойти. А еще у меня вопросы к владельцам собак. Очень неприятно, что многие не убирают за своими питомцами. Собаки справляют нужду прямо посреди тротуаров, даже не на траве рядом с ними, а прямо на прохожей части. Владельцы смотрят на это и спокойно ведут собак дальше. И все это лежит на асфальте, пока дворники не приведут дорожку в порядок. А ведь не они должны это делать. Я заметила, что это большая проблема для Батуми. Это актуально даже для первой линии. Собаки справляют нужду прямо на променаде, а убирают это бедные дворники, а не хозяева. А сейчас я покажу вам типичный батумский двор в домах советской застройки. Как видите, проблема с мусором тут тоже актуальна. Посмотрите на асфальт, усыпанный пакетиками, окурками и бутылками. В уютных двориках Тбилиси я такого никогда не видела. А еще дворы в Батуми гораздо оживленнее. Вот так выглядит традиционный батумский двор. Если в Тбилиси они маленькие, то в Батуми они довольно просторные. И как видите, здесь есть и спортивные площадки, тренажеры, детские площадки. И всегда во дворе бегают дети. Они проводят досуг так, как проводили в своем детстве его мы. Они гуляют, развлекаются, играют в футбол. В общем, мне кажется, это даже хорошо. Обратите внимание на балконы. Типичный для Грузии стиль под названием «Кто во что горазд». Мне кажется, это очень колоритно. Теперь я покажу вам, как выглядят такие дома изнутри. Я снимала квартиру с современным ремонтом, но подъезды в таких домах все равно старенькие. Страшными их, конечно, не назовешь. Из минусов отмечу только огромное число окурков. Не понимаю, почему местные бросают их прямо на пол, а не в банку или куда-то еще. Давайте посмотрим на самую атмосферную часть старого Батуми. Эти места хороши именно такими, какие есть.
отправляемся в так называемый старый город. Не хотелось бы, чтобы на месте этих стареньких домиков когда-нибудь выросли современные небоскребы. Эти кварталы Батуми очаровательны. Мощеные улочки местами напоминают Европу. Что-то похожее я видела в Таллине, Риге и Праге. В старом городе Батуми хочется рассматривать и фотографировать каждый уголок. Да, здесь тоже встречается потрескавшаяся штукатурка и стены, поросшие мхом. Но согласитесь, что в этом есть свое очарование. Впрочем, этот квартал тоже скорее туристический. Тут чисто, всегда открыты сувенирные лавки и работает множество ресторанов грузинской кухни. Я советую каждому туристу погулять по старому городу Батуми. Тут красивые достопримечательности, уютные домики и приятная атмосфера. Уверена, что такой Батуми, который уж точно не назовешь грузинским Дубаем, вам обязательно понравится. Кстати, о Дубае. В нем я тоже была, и уверяю вас, что далеко не везде он такой, каким его все представляют. В нем есть и неприглядные улочки, и даже откровенная разруха. Конечно, все туристические места Дубая идеальны и выглядят очень дорого. Но стоит отойти за их черту, и вы увидите довольно мрачные картины. Это я к тому, что не надо насмехаться над теми, кто сравнивает Батуми с Дубаем. Что-то общее в них действительно есть. Ну а в Грузии своя атмосфера и свой колорит. Для гостей тут делают все. В Батуми очень стараются порадовать туристов. Но и своих тоже не совсем забывают. Все-таки старую часть города постепенно преображают. На это уйдет еще немало лет, но начало положено. Я верю в хорошее будущее Батуми. Ведь еще 10-15 лет назад он был совсем не таким. А теперь посмотрите, сколько тут небоскребов и строек. Мне кажется, что такая картина нормальна для любых туристических городов, когда там, где бывают туристы, выглядит получше, а стоит отойти чуть подальше и становится, не так красиво. И, конечно, все это не повод отказываться от поездки в Батуми. Если вы хотите смотреть только на красоту, селитесь на первой линии и гуляйте по променаду или в старом городе. А если вы приезжаете на долгий срок, то будьте готовы к тому, что я вам показала. Ставьте лайк, если вы согласны с моей позицией. И обязательно подпишитесь на канал. У меня для вас еще много интересного.